Всем привет, дорогие друзья! Мотоциклы с шестицилиндровыми двигателями встречаются нечасто, и когда заходит речь о такой элитной породе, на ум сразу же приходит знаменитая Honda CBX-1000, и многие думают, что она была первой в серийном производстве. Однако, как оказалось, она стала всего лишь ответом на первопроходца. Первым серийным и доступным обычному покупателю шестицилиндровым мотоциклом стал Benelli 750 Sei, о котором и пойдет речь далее. На этот мотоцикл возлагались большие надежды, которым не суждено было сбыться. Инженерам Benelli было поручено сделать мотоцикл с рядной шестеркой и тем самым убить вездесущих японских конкурентов напрочь. На тот момент в мире ничего подобного не существовало, и знаменитый Алессандро де Томазо знал, кому поручить такое дело. Инженеры фирмы Benelli были большие специалисты по мотоциклетным двигателям. Первый мотоцикл с четырехцилиндровым движком был построен аж в 1937 году, хотя это был сугубо гоночный болид. К 1972 году первый шестицилиндровый прототип был готов и представлен публике. Всем тут же бросилось сходство движка Benelli с двигателем Honda CB500, но на 2 цилиндра больше. Однако Honda исков о плагиате не предъявляла. Доводка двигателя и мотоцикла растянулись почти на 3 года. За это время дизайн мотоцикла переоформили. В 1975 году первые серийные байки с шестицилиндровым мотором стали поступать дилерам. Над названием сильно креативить не стали. Sei на итальянском значит 6. В остальном мотоцикл производил впечатление. Красивый нестандартный дизайн, монументальный шестицилиндровый двигатель, батареи из 3 хромированных труб с каждого бока. От такого пышущего силой красавца ждали бешеных скоростей и огромной мощи. Мощь вроде бы была, как и первый в мире передний двухдисковый тормоз для осаживания этого зверюги. Мотоцикл разгонялся до 200 км в час, отлично управлялся, учитывая размеры и вес движка. Да и двигатель работал ровно без вибраций, в чем собственно и фишка рядной шестерки. Двигатель модели четырехтактный 12-клапанный с одним распредвалом в головке цилиндров и воздушным охлаждением. Его рабочий объем составляет 748 кубиков. За питание отвечают 3 карбюратора Delorto с 24-мм диффузорами. Двигатель поначалу выдавал 71 лошадиную силу на 8500 оборотов в минуту. Затем ее увеличили до 76. Пуск мог осуществляться как кикстартером, так и электростартером. Мотоцикл имел 5-ступенчатую коробку передач. Главный привод на заднее колесо осуществлялся цепью. Сухая масса модели 220 кг, объем топливного бака 23 литра, средний заявленный расход топлива 5,8 литра на 100 км. На 400-метровой дистанции 750 Sei разгонялся до 148 км в час за 14 секунд. Однако всех этих отличных характеристик для 1975 года было маловато, да и для 1972 года тоже. На рынке присутствовали более мощные скоростные мотоциклы. Та же La Verde Giotto. Ее двигатель хоть и был трехцилиндровым, но выдавал аж 90 лошадиных сил.
Японские конкуренты тоже не дремали. Вовсю продавался Kawasaki Z1 на целых 10 лошадиных сил мощнее Sei. У любого собравшегося купить шестицилиндрового итальянца возникал законный вопрос: за что просят такие большие деньги? А просили немало, почти $4000. Такой мотоцикл должен был рвать всех соперников на трассе, но наблюдалось обратное. Естественно, всем тогда было интересно сравнить Benelli 750 Sei с бестселлером тех лет четырехцилиндровой Honda CB750. По крайней мере, на бумаге преимущество в мощности было у итальянки — 76 лошадиных сил против 67 у Honda. Данные независимых тестов показали, что на самом деле разница была не столь велика. Максимальную скорость оба соперника выдавали около 200 км в час. Лишь на разгоне до 100 Benelli чуть выигрывала — 4,4 секунды против полных 5 у CB750. При этом по сухой массе полный паритет — 220 кг. Эксперты отмечали бесподобную плавность работы двигателя Benelli. Итальянский мотоцикл ощутимо лучше рулился и тормозил, но и стоил он чуть ли не вдвое дороже японца, что привело к вполне предсказуемому результату. За 4 года удалось продать лишь 3200 экземпляров. Чтобы спасти ситуацию, в 1978 году была выпущена более мощная версия Benelli 900 Sei. Однако особых результатов это не дало, потому что в этом же году появилась более дешевая и надежная CBX 1000.